Всем привет, с вами Терри-чан. Сегодня я хочу вам рассказать, как изменилось мое восприятие Японии за последние 10 лет жизни здесь. Вы знаете, бывает как ожидание versus реальность, а сегодня у нас будет раньше versus сейчас. Понятное дело, что за 10 лет ты не только растешь и меняешься как человек, но и ты вырастаешь из японофила или аниме-фаната, кем ты был раньше, в детстве, и также ты привыкаешь ко многому, что тебя окружает в стране, где ты живешь, что меняет твое восприятие этой страны. И, конечно же, много, наверное, будет пунктов, где оно скорее у меня поменялось из розовых очков в более реалистичное и даже негативное мнение, но это не значит, что я разлюбила Японию или мне здесь плохо жить, и если вы с самого начала думали только негативные вещи, как я сейчас думаю о некоторых аспектах, это, скорее всего, значит, что вы просто Японию не любите и никогда не любили, так что слушайте это как более реалистичное мое мнение спустя 10 лет жизни здесь. Первое, раньше. Какая уютная улочка, как атмосферно, прямо атмосфера Японии, Азии. Сейчас. Старые послевоенные застройки, когда застраивали город после войны и не было тогда еще денег, до сих пор стоят, но по идее их должны давно были уже снести, кстати. И провода, ну так себе красота, могли бы уже давно их зарыть, но просто Япония не хочет на это деньги тратить. Есть люди, кто с самого начала не считает красивыми и эстетичными японские улочки, узкие, увешанные проводами, все эти старые здания. Но также есть люди, как я, кто считал, что это очень романтично, что в этом есть своя эстетика, это такая азиатская фишка, эти все маленькие узкие улочки, провода, вывески разные, разноцветные, разного типа, фонарики. Но, живя в Японии длительное время, ты начинаешь читать на японском языке, поэтому вывеска, которая раньше тебе казалась очень атмосферной, как классно, что-то написано, потом ты читаешь, что это «мы лечим от запора», например, или там «у нас бесплатно 3 часа какой-то извращенской фигни». Короче, есть много того, что лучше бы я не умела читать, скажем так. Когда мне говорят, что «ой, так атмосферно, так красиво в Японии», я понимаю, что я хоть и считаю, что Япония очень красивая страна, часто у меня может расходиться мнение с теми, кто в Японии никогда не жил, потому что я все еще считаю японскую традиционную архитектуру и старые города очень красивыми и атмосферными. Возможно, это поменяется через какое-то время, я не знаю, но современную послевоенную японскую архитектуру я считаю просто трэш. Второе. Раньше. О боже, как все дорого, почему все такое дорогое сейчас? Как все дешево. Что происходит с экономикой разных стран? Правильно, инфляция. Все знают это слово, думаю, очень хорошо. В Японии же дефляция последние 30 лет. Когда я только приехала в Японию 10 лет назад, мне казалось, что все здесь очень дорогое. Но сейчас, по сравнению с другими странами, я понимаю, что в Японии очень дешево, потому что везде в других странах поднялись цены и зарплаты. Поэтому по сравнению с другими странами в Японии сейчас довольно низкая зарплата, но и стоимость жизни тоже очень низкая. Третье. Раньше. Как много всего вкусненького, данго, онигири, разные японские сладости, все это так обожаю. Сейчас. Как мало вкусненького, нужно будет снова заказывать все в интернете или ехать в Токио. В первые свои полгода в Японии я потолстела на 3 килограмма, потому что я просто объедалась японскими сладостями, булочками японскими, онигири, рисовые колобки. Я ела это как не в себя. К счастью, через какое-то время ты привыкаешь к японской еде и уже понимаешь, что она никуда от тебя не убежит, и начинаешь есть ее в нормальных порциях, а не как бешеный голодный человек. Сейчас, наоборот, через 10 лет я понимаю, что я больше скучаю по какой-то еде, которая недоступна в Японии, и мне часто не хватает чего-то такого, что я бы никогда не думала, мне будет не хватать. Допустим, шоколад какой-то иностранный. В японских магазинах очень мало иностранных шоколадок, конфет, вафлей и так далее. Мне приходится ехать за ними в магазины, где продаются иностранные продукты, чтобы купить себе эти немецкие вафли или там что-то еще такое, что обычно не продается в японских магазинах. Четвертое.
раньше. Ой, японская традиционная одежда такая красивая, кимоно, юката, хакама, обожаю все это. И так жаль, что японцы носят их только на фестивале. Я бы носила такое каждый день. Сейчас. Снимите с меня это немедленно, я сейчас сварюсь в этом всем. Кто смотрел видео о моей свадебной фотосессии в традиционном японском наряде, знает, что это очень тяжелый процесс, и пока тебя оденут во всю эту одежду, ты как капуста, там много слоев, пока все это снимут, это длительный процесс. Плюс в традиционной японской одежде очень тяжело ходить, летом в ней очень жарко, поэтому это не такая уж удобная, хоть и красивая внешняя одежда, и то, я думаю, некоторые бы поспорили, многие мне писали, что это так смотрится странно, потому что не привыкшие к традиционной японской свадебной одежде, и даже юката не так уж и легко носить, даже если тебе это нравится, ее тоже пока оденешь, пока снимешь, плюс она распахивается, когда ты идешь, и в ней не так уж и свежо, как кажется, внешне. То есть летом на фестивале японский я последние годы не хожу в юката, хоть и хотелось бы до сих пор, конечно, но я не хожу, потому что я знаю уже из неоднократного опыта, что летом в Японии невероятно жарко, и ночью, вечером тоже жарко, и даже если вечером идти на фестиваль летний в юката, ты в ней сваришься. 5. Раньше. Японские сезоны сказочные. В Японии даже есть особенный сезон дождей, который очень атмосферный. Это дождик, это прохладная погода, гортензии цветут. Сейчас. Куда бы уехать из Японии на сезон дождей? Где-то, где солнечно, пальмы и нет дождя и цикад, постоянно орущих в окно. Японцы обожают, что в Японии есть 4 сезона, и, как они говорят, каждый сезон особенный, у каждого сезона есть своя изюминка. И вот летом это цую, это период дождей, когда дожди длятся с начала июня по середину июля где-то. А потом начинаются цикады, которые стрекочут каждый день до осени где-то. И, допустим, Изуми, мой муж, он любит сезон дождей и вот такое вот японское лето, потому что он к нему привыкший. Но лично я уже от него так устала за последние 10 лет, что я сейчас думаю, куда бы свалить на лето из Японии. Потому что я привыкла, что летом обычно можно с июня до августа, сентября купаться в море. Плюс солнечно, что было бы вообще прекрасно. А в Японии половина лета это реально дожди или облачно, очень хмурое небо. Плюс купальный сезон, когда можно купаться в море, тоже довольно короткий, где-то вот с середины июля до начала августа, потому что потом, хоть и все еще тепло, жарко, выплывают медузы, и уже не покупаешься особо. Кроме лета, другие сезоны в Японии, в принципе, очень комфортные, очень приятная температура, как осенью, так и зимой, и весной тоже. Но если вы не любите дожди и не любите адскую жару, то лето я бы никому не посоветовала сюда приезжать. 6. Раньше. Живя в Японии, ты просто обязан наслаждаться всем японским. Караоке, это же японская штука караоке. Я обожаю караоке, хожу в него каждый день. Или, допустим, аниме. Многие японские аниме показывают в кинотеатрах, и можно пойти посмотреть аниме первым, пока его еще не перевели на английский или русский язык. Сейчас. Что-что, пойду ли я в караоке? Знаете, я не пою, у меня очень болит горло. Когда я только приехала в Японию, первым делом, куда меня ввели все мои японские друзья, это в караоке. Потому что им казалось, что караоке это такая японская вещь, и это только в Японии есть, как они думали. Поэтому, конечно же, иностранцу, который интересуется Японией, обожает аниме, очень понравится караоке. И первое время я ходила с друзьями за компанию, да и интересно было в принципе. Но потом поняла, что петь это не мое, во-первых. Во-вторых, нет ничего в реальности особенного в японском караоке. Наверное, я так думаю, через 10 лет уже спустя. Раньше мне казалось, что ой, как классно. Но да, я перестала ходить довольно быстро с друзьями и в караоке, и в кинотеатры аниме смотреть тоже, потому что как-то перестала чувствовать в этом какую-то ценность. 7. Раньше. Какие же в Японии милые, аккуратные домики. Все чисто, ухожено. А эти горшочки, которые они выставляют у входа в дом или на балкон вешают, оно все такое милое и красивое. Сейчас. Мило, конечно, но это потому что земля дорогая. Так же, как и с японскими улочками, внешний вид японских жилых домов тоже перестал мне казаться
очень симпатичным, миленьким. Есть, конечно, дома, которые я все еще считаю с моей дизайнерской точки зрения красивыми, но таких сейчас очень мало, потому что реально начинаешь видеть через 10 лет, что это такой старый дом, он построен еще в послевоенное время, и видно, что он сделан очень дешево из дешевых материалов. Или, допустим, вот это все, это копи-пейст, одинаковые дома строят, или горшочки, которые украшают вход или балконы. Да, это мило, я считаю до сих пор, что это мило, но это потому что реально в этом районе купить побольше землю было бы невозможно, и они купили просто 100 метров земли, 99 метров построили дом, и этим наслаждаются. 8. Раньше. Японские традиционные дома — это произведение искусства, там все продумано, все очень эстетично. Эти японские раздвижные двери сёджи и татами на полу, оно просто невероятно, все такое только в Японии есть. Я хочу жить в таком доме в будущем. Сейчас. Так, в этом доме есть татами, мы сюда не переезжаем. Многие иностранцы, которые обожают Японию и приехали сюда, хотят жить в традиционном японском доме. Особенно если они анимешники, потому что в любом аниме есть герой, который живет в японском традиционном доме, где есть татами, это пол японский из как сена такого. И это кажется все так романтично, это Япония чувствуется через эти японские стены и так далее. Но в реальности я бы никому это не советовала. Кстати, дом, в котором мы живем, он под традиционный японский дом, то есть вот такие вот раздвижные сёджи называются, японские двери, но он не традиционный японский, он новый, ему 12 лет в этом году будет. А японские традиционные дома часто старые дома, им уже много лет, и это главная их проблема, что они старые. В Японии тяжело жить в старом доме, как бы то ни казалось романтично, атмосферно, но в реальности ты столкнешься с тем, что как атмосферно жить с тараканами, которые постоянно выползают непонятно откуда, из каких щелей, как атмосферно жить, когда у тебя плесневеют все твои стены, бумага плесневеет, одежда твоя плесневеет, потому что в Японии влажность очень высокая. Не говоря уже о том, что это не очень безопасно, потому что в Японии часто бывают землетрясения, и такой старый дом может просто его не пережить. И, кстати говоря, о татами, татами в Японии могут использовать даже в новых домах и квартирах как материал для пола, но японцы знают, что это не самый лучший материал для пола в наше время, поэтому многие его избегают. Даже можно на сайте, когда ищешь квартиру, выбрать пункт без татами, потому что татами — это сено. Оно не очень хорошо совмещается с влажным японским климатом, в нем могут завестись разные насекомые, плюс оно может заплесневеть, за ним тяжело ухаживать, нельзя на него ничего разлить, мебель на него нежелательно ставить. Раньше. Японская медицинская страховка очень удобная и не такая уж и дорогая, ты платишь в зависимости от своей зарплаты, меняется сумма, и также она покрывает 70% расходов на походы к врачу и даже лекарства, поэтому ты платишь сам только 30%. Удобно? Сейчас. Да, вот, пожалуйста, моя страховка. Как это вы мне будете зуб лечить один за 3 раза? А нельзя сегодня все сделать, нет? Другие клиенты вас ждут, хорошо. Как это обследование беременных и роды тоже за свой счет? В страховку это не входит? В интервью с моей японской подружкой Соме, которая недавно родила ребенка, она рассказывала, что все связанное с родами в Японии не покрывается страховкой, а это довольно большие расходы. И поэтому ты первое время радуешься, что у тебя есть страховка в Японии, и я до сих пор рада, что она у меня есть, лучше с ней, чем без нее, но потом понимаешь, что многие вещи важные ей не покрываются. Допустим, косметические разные вещи, как отбелить зубы или вставить даже белую, а не серебряную пломбу, не покрываются страховкой. И это касается много-много чего, просто об этом и японцы сами не все знают. Ты не знаешь, пока ты с этим не столкнешься. 10. Раньше. Японская молодежь и японская мода, разные субкультуры, японские бренды, фэшн, просто офигенная. Я это все обожаю. Харадзюку — это мой рай. Сейчас. Да, молодежь в Японии. Раньше мне казалось, что Япония — это такой центр субкультур, молодежи, фэшн и так далее. Но, к сожалению, в последние 30 лет и даже больше, чем 30 лет, в Японии очень плохая рождаемость и старение нации, поэтому те, кто раньше был
молодежью, сейчас ей не являются. И все эти очень модные ребятки, кто раньше гулял на Хараджуку и по улицам Токио, сейчас, к сожалению, их все меньше и меньше, потому что в Японии, в принципе, очень мало сейчас молодых людей, и в зависимости от места, где вы будете, если вы будете в центре Токио, там, конечно, очень много молодежи собирается, но вы ехать немного подальше от Токио, и там просто вот деревни, где только старички живут, никого младше 70 лет там нет. Вот так поменялось мое мировоззрение за 10 лет жизни в Японии. Конечно, это довольно негативная подборка была, специальная. Это не так, что я ненавижу в Японию и все ужасно. Есть также много вещей, которые я, наоборот, думала, позитивно начала думать за последние 10 лет, и мне много что в Японии нравится. Поэтому я, наверное, сделаю отдельное видео про то, что же я люблю в Японии, если вам это интересно. Надеюсь, что вам было интересно это видео, жду ваших комментариев, увидимся еще, всем пока!